Моей тетке удалось им в самый голод на Украину уехать, на Дон. Мы же из казаков донских были, сам царь Николай назначил дядьку моего начальником погранзаставы в Зайсане, вот и отбыли к месту службы с детьми, с семьями на Дону, а теперь стало быть, тетки с дедом обратно уехали, на исконную родину. Отец остался хозяйство подымать, только все наперебой сватать его стали, а как, мужик молодой в расцвете сил, хозяйка нужна, кому работать. Ну, и спровадили нас, детей, к теткам, чтоб мы не мешались, под ногами не путались, совсем отрезанными ломтями стали. Мне уж тогда 13 стукнуло. Старшая тетка за нами приехала, слышала, ругались они с отцом шибко, потом оба плакали, поужинали, что Бог послал, примирились. Тетка-то постряпушки с собой привезла, и пока мы ели их так, что за ушами трещала, смотрела на нас жалостливыми глазами. Прощались недолго, собрали каждый свой узелок, да на поезд. Отец-то с позаранку на поле был, не увидели его, больше уж никогда не увидели. В дороге сестра моя младшая умерла, брат болел тоже, но до Украины доехал. Там его двоюродный дед в семью забрал, в соседнюю станицу. Мало потом с ним виделись, а я у теток осталась. Ничего, старшая тетка, Нина, мне вместо матери стала. Строгая была, как отец, малоразговорчивая, но добрая и работящая. Учила меня всему, и шить, и вязать. Учись, говорила, Гоня, женщина все должна уметь делать. Вырастешь, дети пойдут, так детенку свяжешь и сошьешь. На Украине голод чувствовался не так остро, все таки юг. Хлеба, фруктов было больше, крапива росла позать огорода, а вого какая, бабушка, а крапива-то при чем? Как это? А в борщ добавляли, вот летом нарву да сварю, язык проглотишь. Вторая моя тетка, Клавдия, ох, красивая была, женихи за ней хороводились, работала в сельсовете, сам председатель до дому ее провожал. Ну, да ладно, про то тебе знать не надо, лучшая в станице пивунья да плесунья была, где бабы, девки толкутся, хохочут, мужиков задирают, аль гулянка кака, там наша Клавка первая, а замуж она и вовсе не рвалась. Она, вишь, ученая была, сама зарабатывала, семья ей, вроде, как и ни к чему. На нас она мало внимания обращала, живем да и живем, но не обижала, тогда люди добрее были. А третья тетка и вовсе моей подружкой любимой стала, Матрена, то, баба Мотя, которая в Алма-Ате. Ну да, ты спи и слушай, Мотя меня всего на год старше была, все думали, что мы сестры, обе маленькие росточком, шустрые. Ей-то, как мы приехали, уже 14 исполнилось, по деревенским меркам почти невеста, а какая там невеста, тощая да малорослая. Так мы и ходили вместе, парочкой. Хорошая она, Мотя, то только все мечтала о чем-то, читать-то она поболее меня умела, книжки брала в сельской библиотеке. Вот прочтет что-нибудь и мечтает, фантазерка такая. Вот она там мне первая и сказала, что в деревне есть ведьма, настоящая, и жила она в нашей стороне, за рекой, на дальней улице. Помнишь, в салки играли, подошла девка такая, длинная, косая, в конопушках вся, это дочь ее, Бронька, она придурковатая, это та, которую в игру не взяли, а она нам потом кулаком грозила, она, поговорили и забыли, если б не случай, потерялась у нас коза, Веркой звали, отвязалась, пока паслась у забора, и ну в неизвестном направлении, вредная была, с норовом, взрослые, конечно, на нас кричать. Ну, мы с Мотей-то и побежали лугами, перелесками, Верку искать, бежим, кричим, ног под собой не чуем, а время тогда голодное было, козу могли найти, украсть и забить на мясо, вот мы испугались, но тут дядя Степан, деревенский почтальон, говорит, видел где он нашу козу под яром, из речки попила, да на ту сторону подалась, делать нечего, побежали мы с Мотей, до мостика было далеко, платьишки повыше приподняли, и перешли речушку вброд, вышли к чужим огородам, нашли межу, пошли потихоньку, а сами кричим на разные голоса, Верка, Верка, не видать козы, а тут межа кончилась, но вышли мы куда-то не туда, место глухое, домов напротив не видно, рядом изба имеется, развалюха такая, а больше ничего, лесок, за ним поле, пришлось через двор идти, к калитке, но это ж не дело, по чужому двору ходить. Вот Мотя, как старшая, и позвала, хозяюшка, есть тут кто, дозвольте вашим двором пройти, мы козу ищем. Дверь развалюхи заскрипела страшно, и вывалилась оттуда баба, черная, страшная, горбатая какая-то. Мы с Мотей онемели, баба вытирала плошку чистым полотенцем, увидела нас, прищурилась. Это кто ж вы такие будете, девицы? Голос глухой был и раздавался будто бы отовсюду. Ивана Сиверова дочь, Матрена, а это, Мотя приобняла меня, внучка Евайная, Гоня. У нас коза потерялась. Мы ищем, сказали, за яром, голос Моти срывался. Коза, говоришь, нету тут вашей козы, девоньки, не было, чтобы ей делать тут, а вот дочку мою забежать и вовсе не стоило. Поиграли бы с ней,
побегали, глядит-ко, в следующий раз не забидьте, а то я броня. Обернулась в горницу баба. Мы с Мотей в ужасе переглянулись, и в этот момент из сараюшки, что рядом стоял, донеслось знакомое мимеканье. Верка, только она так мимекала, басом. Слышим, забила копытцами по стенкам, наш голос услыхала. Верка, Верка, закричала Мотя. Коза замимикала громче, и тут на нас надвинулась черная тень. Ведьма стояла, возвышаясь над нами. Какая-то вовсе огромная. Глаза прямо с тарелки были, в них злоба кипела, красные жилки подрагивали. Развернулись мы с Мотей, и прямо по огороду, по картошке, от этого чудовища, не разбирая дороги, через речушку бежали. Я последний башмак потеряла, увяз в иле. Так потом до заморозков босая бегала. Бежали, бежали, задыхались, только за нашим забором опомнились. Верка в сарае у ведьмы спрятана. Еще в синях крикнула Мотя. На крик вышли взрослые. Дед мой, Иван Сиверов, Мотькин отец, тетка Нина с мужем, Клавдия. Услышали, замолчали. Дела, крякнул Павел, муж тетки. Что делать-то будем? И поглядел на тестя, хозяина дома. Что тут сделаешь, надо соседей собрать побольше. Да пойти, проверить. После некоторого раздумья решил дед. Вечер уже куда пойдешь? Кому? Все кашу едят, да на палате, раздраженно ответила тетка Нина. Эх, ты, и отвесила Моте звонкую затрещину. Не тронь Мотьку, вступился дед. Кто ж знал-то, что коза к ведьме сунется? Она уж 5-й раз сбегает. Закалите ее, больше не сбежит. Приведи ее сперва, брякнула Клавдия. На то мы порешили. Дед ранехонько, пока соседи по работам не разошлись, пойдет и уговорит кое-кого к ведьме сходить. Конечно, не потому, что боится, а чтоб свидетели были. Ночью, засыпая на палатях, мы как всегда тихонечко шептались с Мотей. Видала ее, ведьму-то, вот она какая страшная. Моть, а ты ее до этого видела? Видала пару раз, только издали. Один раз бабы белье в реке полоскали, на мостках, знаешь? Так вот и она заявилась полоскать. Бабы говорили, после этого белье вновь грязным стало, и пахло противно. А другой раз, когда дядька Федор ногу сломал, да так неудачно, с большой груши свалился, старые ветки подпиливал. Фершал в Донецк уехал, и не было его с неделю, а у дядьки ногу раздуло, во. Тогда и додумался кто-то ведьму позвать. Пришла, распарила в большой лохане травы какие-то, положила туда дядькину ногу, и ну ее мять, и мяла и растирала, и била по ней. Дядьке даже в горло немножко водки влили, больно ему было шибко, много, ведьма не велела, вот распарила, привязала ногу к широкой длинной доске, да не просто привязала, а надрала лыка заранее, и вот этим лупком всю ногу-то и окутала плотно, шептала что-то, я через окошко видела, губы шевелились, а дорого за леченье-то взяла, ничего не взяла, вот то-то и странно. Мотя, а что теперь будет-то? Что не знаю, спать давай. Утром, однако не пришлось никуда идти. Окровавленная шкура козы лежала у забора. Дед первым нашел ее и что-то закричал, погрозил кулаком в воздух. За утренней трапезой все молчали. Только когда тетка разлила кисель, дед заговорил первым. Бог с ней с козой-то. Федьку она вылечила за бесплатно. Пущай коза ей будет. А недорого ли? Встрепенулась неугомонная Клавка. Что ж сама Федора не лечила, а? Слабо? Ой, батя, да боишься ты ее просто, ведьму-то, ляпнула Клавдия. Боюсь, вскочил дед. Я боюсь? А ну, молчите, молчите все, крикнула старшая тетка Нина. И ты, Клавка, молчи, а ты, батя, сядь спокойно. Дед посмотрел на старшую дочь с усмешкой. А то что? Ничего, молвила Нина. Знали же, придется откупиться когда-нибудь. Так вот пусть лучше коза будет чем кто. Вытаращила глаза Клавдия. Чем из нас кто-нибудь, выпалила Нина, и вскочив из-за стола скрылась у себя за ширмой. Больше уж никто не возражал. Разошлись, молча, и все было бы тихо, если б в тот же вечер подвыпивший дядька Федор не нагнал ведьму по дороге из Сельмага. Что ж ты, Варвара Прокоповна, с козой-то нашей сделала? Да поиздевалась еще. Ну сварила борщ с пампушками, шкуру-то зачем подбрасывать? Да племяшкам моим, говорят, грозилась али врут они, все больше распалялся дядька. Я тебе, Прокоповна, сама знаешь, до смерти буду благодарен, за то, что ногу спасла, с меня и спрашивай. Батрачить пойду, а за леченье отдам. Но племяшек моих, не трогай. Тьфу, дурак ты, ну как есть дурак, воскликнула ведьма. Батрачить пойдешь, иди, а ну как. Тут она приостановилась. Женись-ка ты на моей браньке, должок-то и спешу. Она ехидно захохотала. Что? Отшатнулся дядька. Как женись? Я ж женат, залепетал он. Сегодня женат, завтра нет, спокойно молвила ведьма, тяжело ступая в разбитых башмаках по камням. Чур, чур меня, чур, замотал руками и головой дядька Федор, не выдержал, охнул, и побежал вдоль по улице, заламывая руки. Ведьма тяжело пошла дальше,
криво улыбаясь. Мы этого ничего и не знали, потом только дядька рассказал, когда случилась сама история. Равнёхонько на той же неделе, под вечер, сенокос приближался. А покосы-то они как? Где место попрохладней, да повлажнее, там трава еще постоит. Где сухо, да ветрено, косить надо в первую очередь. Вот и пошли мы с Мотей покосы смотреть, разбирать, прикидывать, где сперва косить. Следующим утром шли сначала перелеском. Воздух хороший, но душновато. Потом в поле вышли. Тут вовсе жарко, а закат на Украине долгий стоит, розовый. В траве перепелка текает, хорошо. Где-то ручеек звенит, переливается. Земляника опять же, целую полянку нашли, пока не съели, не успокоились. Только вдруг меня морозить стало. Странное такое ощущение, вроде жарко, а по спине этакий холодок пробегает. И неуютно как-то. Пошли, говорю, Мотя, будет нам земляникой баловаться. Покосы ждут. И то верно, Мотя говорит, пошли уже. Вышли мы на тропинку, да вдруг услышали, будто бы рой жужжит, или ветки хрустят потихоньку. Позади нас поворот был, так вот из-за поворота того звук доносился, нарастал. Глянули мы друг на друга. Что это, Моть? А я почем знаю? А у самой губы побелели. И видим, из-за поворота, на тропинку, вдруг выскочил большой клубок. Серый, коричневый, не разобрать. Вертится, вертится, аж дух захватывает. Как быстро. Из-за верчения этого совсем непонятно, из чего он. Клубок да клубок. Хом. Но какой-то лохматый и страшный. Кинулись мы бежать от него. Куст, не куст, балка, не балка, а убежать не можем. То справа нагонит нас клубок, то слева высунется. Бежали мы с Мотей, бежали, выдохлись. Оглянулись, тихо, не видать ничего. Повалились мы на землю, отдышаться не можем. Не пришли еще в себя, глядь. Клубок этот из-за пригорка, шурх. И на нас. Снова побежали. По терновнику, по колючкам. Я там последнее платьишко пооборвала. А ноги-то, ноги. Где об камень ударишь, где на репей наступишь. Клубок мелькал, мелькал сзади, да снова пропал. И мы остановились. Сил не было. Слышь, Гоня, это же она, ведьма. Ой, Мотя, и ноги у меня подогнулись. А раз так, стой спокойно, она ничего нам не сделает. Как это не сделает? Не убьет нас? Нет. Ведьмы первого и последнего в семье не трогают. Мотя, гляди, ты старшая у отца с матерью, а я младшая. А чтоб ей неповадно было, я вот, сейчас, и она схватила с земли увесистый камень. Схватила, а у самой руки дрожат. Но она старшая, ей бояться перед мной вроде как стыдно. Тут показалось мне, что земля дрогнула. Видим, летит на нас клубок, по земле катится, а за ним след остается. Трава вянет. Схватила меня Мотя, перед собой поставила и держит крепко, чтоб я не вырвалась. Так и стоим посередь тропинки одна за другой. Мне так страшно стало, я глаза зажмурила. Мамочка, мамочка, мамочка. И Мотя от страха в меня что есть силы вцепилась. Подкатился клубок, нас холодом обдало, ровно зима настала. Начал вокруг нас с сумасшедшей скоростью круги давать. Каждый круг все уже, а мы и вовсе стоим, не помня себя от страха. Чувствую, ноги слабеют, упаду скоро. Вдруг Мотя улучила момент, когда клубок близко был, бросила в него камень. Вскрикнула что-то, словно от боли, а клубок и вовсе обезумел, прокатился у нас между ног и в пыль рассыпался. Ноги с внутренней стороны льдом обожгло. Сколько мы пробыли там, не знаю. У обоих ноги отнялись, сели мы на траву. Даже говорить сил не было. Рады были, что живы остались. Но сиди, не сиди, а ночь на носу. Какие уж покосы, домой бы добраться до темноты. Еле как мы встали и побрели потихоньку обратно. В калитку зашли, совсем темно стало. Тут к нам и родня кинулась. Что с вами? Глянули мы в Клавке на маленькое зеркальце. Бледные обе до синевы, чисто покойницы. И голос у обеих пропал. Так и молчали неделю, пока не отошли. От фельдшера мы после про ведьму узнали. Иван Федотыч, так фельдшера звали, заходил иногда к деду побалакать, рюмашку пропустить. Он и рассказал, что Бронька ночью прибежала к нему, ревет, зовет куда-то, а сказать и вовсе ничего не может. Схватил фельдшер свой чемоданчик, он никогда с ним не расставался по старой привычке, и вышел в ночь за Бронькой. Та привела его к матери. У ведьмы была рана на голове, не особо большая, но кровила сильно. Пришлось Ивану Федотычу швы наложить, зеленкой помазать. «Кто это вас так?» Наконец осмелился спросить фельдшер. «В сельсовет идите, заявление писать». Ведьма ничего не ответила, только глаза скосила. И почему-то понял Иван Федотыч, что никуда она не пойдет. «Как хотите», пожал он плечами, «я бы на вашем месте», и вдруг осекся. «Понимаешь», говорил он деду, «мажу зеленкой ей висок,
а руки ее рядом мечутся, от боли, видно, и вдруг на одну минуту остановились. Веришь ли, вижу, не руку человечью, она вроде как лапа лягушачья, зеленая с перепонкой. Ну я и дунул оттуда, как только чемоданчик не забыл. Больше мы ведьму не видели. Вскоре всей семьей и вовсе в Волноваху перебрались, к брату деда. Это ближе к Донецку, чем была наша деревня. Там я с братом встретилась. Он уж высоконький к тому времени стал, обрадовался мне сильно. С Мотей подружился. С Мотей-то мы часто эту историю вспоминали. Знакомых, кто с бывшей деревни приезжал, о ведьме спрашивали. Только ведь у каждого свои дела, заботы. Пожимали плечами, дескать, ничего не знаем, не слышали. А взрослые нам потом крепкое внушеньице сделали, за ведьму эту. А при чем тут мы, так с Мотей не поняли. Наверно, на всякий случай, чтоб не лезли куда попало. Такие дела, а ты кашу томанную. Правда, завтра есть будешь? Пойду на кухню. Манку на утро найду. Вон и родители стучатся, а ты молчи. Поняла? Молчи и спи. Поняла, бабушка.